Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер: данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас поверить в это, примите это во внимание. Тэхён в армии уже 535 дней. Увидимся через 13 дней. Чонгук в армии уже 534 дня. Увидимся через 14 дней. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Тэхёном и Чонгуком. 10 место. Значимая фраза и клубничка на одежде Чонгука, как напоминание о Тэхёне. 24 мая Чонгука заметили в аэропорту. Он отправился в Японию по своим делам, и его одежда привлекла внимание всех армий. Похоже, что Чонгук купил этот костюм, потому что там были некоторые детали, которые ассоциировались у него с Тэхёном. Фраза Чонгука на куртке используется в романтическом смысле, что означает «давай пройдем сквозь огонь вместе». А мы помним, что однажды говорил Чонгук Тэхёну: «Тэхён, мы никогда не ссоримся. Хасок, вы вода и огонь друг для друга. Тэхён, мне нужен огонь. Чонгук, а мне нужна вода. Джин, вы никогда не расстанетесь. Тэхён, мы с Чонгуком посоветовались с гадалкой. Мне нужно больше огня. Но у меня есть Чонгук», показывает на оранжевую футболку. Чонгук, а у меня есть синяя куртка. Тэхён Чонгуку: ты не хочешь со мной записать песню, как огонь и вода? Чонгук: что? Песню? Сквозь огонь и воду? Тэхён: да. Сквозь огонь и воду – это старая корейская поговорка, означающая и в беде, и в горе. Это говорит нам о том, что бегу навсегда вместе, рука об руку, при любых обстоятельствах. А также на штанах Чонгука можно увидеть клубничку. А мы с вами знаем, что это любимая ягода Тэхёна. Он везде об этом говорил. И мы часто видели, как он уплетал лакомство с клубникой за обе щеки. И всегда клубника у нас ассоциируется именно с Тэхёном. Но, видимо, не только у нас, но и у Чонгука. Вигу всегда говорят молча, это их фишка. Не зря они одевают одежду, на которой много подсказок. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему Чонгук в Японии, Чимин, Винтер или личные дела. Разберем все теории. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. Чонгуку необходимо внимание Тэхёна. Мне кажется, что только с Тэхёном Чонгук раскрывается в полной мере и становится самим собой. И Тэхён всегда внимателен к Чонгуку, выставляет его вперед, помогает справиться с волнением и восхищается всем, что он делает. Чонгук просто касается Тэхёна, чтобы дать ему понять, что он здесь, и Тэхён сразу оборачивается и погружается в общение с ним. Тэхён создает атмосферу, в которой Чонгук чувствует себя уверенно и комфортно, что позволяет ему быть искренним и открытым. 8 место. Пламя страсти. Когда Тэхён танцует возле Чонгука, это всегда так горячо. Тэхён на сцене – это всегда захватывающее зрелище, но когда его взгляд находит Чонгука, его танец превращается в нечто большее, чем просто искусство. Это становится признанием, посланием, вспышкой страсти, направленной только на одного человека. Момент, от которого твоя фантазия набирает обороты, когда танец Тэхёна только для Чонгука.
Их взаимодействие – это не просто выступление, это история, рассказанная языком тела, взглядами и эмоциями. 7 место. Хитрый маневр Тэхёна. Если в определенный период времени ты не можешь прикоснуться к любимому, то создай такую ситуацию, при которой это можно будет сделать. Что Тэхён и сделал? Чонгук шутливо поднес кулак к лицу Чимина, а Тэхён, пользуясь ситуацией, аккуратно пристроился под крыло Чонгука. Тэхён захотел почувствовать тепло тела Чонгука. Представляю, какие ощущения вызвало это прикосновение, почти объятие. Ребята как будто замерли на несколько секунд, чтобы насладиться друг другом. 6 место. Тэхён уютно устроился на плече у Чонгука. Чонгук – мягкий и пушистый зайчик, не только в переносном смысле, но и в прямом. Он опора, поддержка и источник комфорта, уютное пристанище. Тэхён поправил Чонгука как мягкую подушку и сладко прилег на его плечо. Это действие вызывает чувство умиления и тепла и раскрывает их нежную доверительную связь. 5 место. Если ваш любимый человек не такой внимательный, как Чонгук, то зачем он вообще вам нужен? Чонгук побоялся, что Тэхён с ним никогда больше не заговорит, и сделал так, как хочет он. Тэхён, если кто-то не выберет суп с фасолевой пастой, я больше никогда с ним не заговорю. И Чонгук тут же выбирает суп с фасолевой пастой. И Тэхён сразу на него так посмотрел. Желание любимого – это закон. Этот момент демонстрирует, насколько Чонгук ценит и бережет отношения с Тэхёном. 4 место. Очень много моркови в сумке у Чонгука. Чонгук и рубрика «Что в моей сумке?». Тэхён. Что это, морковь? Чонгук сидит, моргает глазами и не знает, как это прокомментировать. Тэхён. У тебя же нет больше? Зачем тебе так много моркови, Чонгук? Чонгук скромно отвечает: я не знаю. Наверное, чтобы вырасти. Чонгук, как никто другой, оправдывает свое прозвище «Зайчик». Этот момент такой милый, что можно сойти с ума, согласитесь? 3 место. Чонгук – личный стилист Тэхёна. 4 года назад Бантаны вышли в прямой эфир. У Тэхёна была пушистая прическа одуванчика, и Чонгук решил нашему корейскому королю слепить корону из вилок, чем всех повеселил. Мягкие кудри Тэхёна, в которые Чонгук с улыбкой начал вставлять пластиковые вилки. Ну, кто бы сомневался, что Чонгук оставит без внимания такой шедевр. Поиздеваться над любимым? Ну, а как без этого? 2 место. Когда я ем, я глух и нем. Курочка важнее всего. Когда я ем, я глух и нем. Эта фраза как нельзя лучше описывает тот самый момент, когда Вигу погружается в мир гастрономического блаженства. И, судя по всему, мир вокруг них просто перестает существовать. Такие спокойные и невозмутимые сидят, кушают, и им все равно, что происходит вокруг. Кажется, что даже землетрясение не смогло бы оторвать их от этого действия. Они на одной волне, один распорядок дня. Как говорится, работа работой, а обед по расписанию. 1 место. Приоритеты расставлены, когда объятия Тэхёна важнее всего. Момент, который доказывает, насколько важен для Чонгука Тэхён.
Чонгук играет в бильярд, и после того, как он сбил кегли, Джин подходит к нему, чтобы обнять. Но как только Тэхён приблизился к Чонгуку, он тут же отпустил Джина и потянулся к своему любимому. Это некий способ сказать: ты важнее всего для меня, я хочу быть рядом с тобой, я хочу тебя обнять. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!